Швейцарские часы, которые стартовали благодаря России. Так бывает. Встречайте, бренд Frank Willa. Точнее, благодаря России этот бренд стартовал уже дважды, но обо всем по порядку. В 2008 году статья про часы Frank Willa в нашем журнале «Мои часы» называлась «Кое-что не для всех». Эти часы действительно не для всех, сегодня вы в этом убедитесь. Потому что они недешевы, не слабо стоят, от 7000 франков. И потому что не слабы размером. Например, в этом обзоре все модели имеют диаметр 45 мм. Не слабы внешностью. Многие говорят, что часы Frank Willa смотрятся слишком вызывающе, даже когда ничего яркого в них нет. Никто не удивится, если вы не станете покупателем часов Frank Willa. Но познакомиться с маркой, посмотреть этот ролик однозначно стоит. В нем будет 5 моделей часов Frank Willa. Самая обычная – хронограф с большой датой в карбоновом корпусе. А самые необычные – нет. Не турбион или максимально прозрачный скелетон, а футбольные часы, единственные в мире. Футбол и прозрачность оставлю на финал, сперва пару слов о происхождении. Бренд Frank Willa в начале 2000-х в честь себя назвал его создатель, итальянский дизайнер Франческо Вилла. Не слишком оригинально, верно? Оригинальность состояла в другом. Вилла придумал необычный корпус, крупный эллипс с циферблатом в виде перевернутой восьмерки, и сделал ставку на два фактора – размер и необычные механизмы. Амбициозный итальянец несколько раз оказывался едва ли не впереди планеты всей. Одним из первых он сделал крупные корпуса. Этот тренд тогда только намечался. Одним из первых сделал чисто черные часы. Черный русский, Эль Бандидо. И одним из первых начал использовать необычные материалы. Не только карбон, но и совсем необычные. Придумал сверхлегкий сплав Lightnium. Получалось нечто вот такое. 5-минутный репетир в карбоновом корпусе. Признаюсь, 5-минутные репетиры – это некий компромисс между желанием иметь такую редкость, как звучащие часы, и неготовностью отдать 200-300 тысяч долларов за репетир минутный. Этот стоит около 50 тысяч. Пятиминутники редко бывают красивы с точки зрения механизма. Здесь тоже выделяется большая 12-конечная звездочка. Но в целом ощущение от этих часов чумовое. Циферблата считай, что нет. Нет и платины. Непонятно, как здесь вообще все держится. Вместо платины красная деталь хитрой формы. Это тот самый Lightnium, сплав на основе алюминия и лития. Вся разметка разместилась на стекле. В часах использован фирменный шрифт Frank Willa. Помимо цифр мы видим красные надписи: 5-минутный репетир и Supersonic. Это название корпуса от сверхзвукового самолета. Назвать его ярким нельзя, он черный, сделан из карбона и даже не блестит. Агрессивным тоже, вроде бы все зализано. Но конструкция с интегрированным каучуковым ремешком выглядит настолько дерзкой, что не повернуть голову в сторону этих часов невозможно. Противовес секундной стрелки повторяет логотип бренда. На минутной мы видим широкий треугольник. С обратной стороны все спокойнее. Как и у большинства часов Frank Willa, мы видим сектор с золотой вставкой, лого Frank Willa и девизом Esprit Unique – уникальный дух. Вот с этим, мне кажется, не поспоришь. А еще номер часов в серии. Все часы Frank Willa – лимитки. Причем число экземпляров всегда оканчивается на 8. 8, 18, 88. В случае репетира их 28. Восьмерка – главное число для бренда. В разных культурах она имеет различное, но всегда мистическое значение. Это и перевернутый символ бесконечности, и соединение неба и земли, и богатства. Особый смысл восьмерка имеет в буддизме. Но Frank Willa был прагматиком. Он хотел сделать часы не похожими на другие, и планировал использовать нижнюю часть восьмерки для различных усложнений и индикаторов. Например, в этом хронографе там разместился часовой счетчик. Кстати, это самые простые часы в нашем ролике. Хронограф с календарем «Большая дата». И самые дешевые – 22 тысячи франков. Два диска мы видим под циферблатом с геометрическим узором. Яркие синие шкалы и оцифровка. Этот корпус Willa назвал «Кобра». Согласитесь, реально похож. Особенно вместе с браслетом. Он комбинированный. Каучук вставкой из телячьей кожи, дополнен застежкой-бабочкой. Корпус сделан из титана с DLC покрытием, рант из карбона. Стекло сапфировое с антибликом, водонепроницаемость 300 метров. Через заднюю крышку виден калибр Frank Willa 8i с традиционным для бренда сектором автоподзавода. И еще один пример использования восьмерки – турбион древа жизни. Здесь в нижней части разместился парящий турбион в стиле Frank Willa. Каретка как будто сделана из логотипов и слегка приподнята над циферблатом. Присмотритесь к тому, как сделано спусковое колесо. Оно большое и облегченное. На циферблате нарисовано золотом библейское древо жизни, доступа к которому лишились люди, отведав злосчастного яблока. В левой части циферблата индикатор запаса хода – 5 дней.
Цифра 3 на нем и единственная цифра на циферблате развернута в обратную сторону. Вы уже видели такое решение в нашем ролике про часы Бакура. Циферблат прикрыт сапфировым стеклом с антибликом. Корпус традиционного для Франквилла дизайна и размера – 45 мм в высоту и 50 в ширину. Будь эти часы стальными, они бы оказались тяжелыми, некомфортными. Но здесь опять титан. Боковины и верх сатинированы, между ними полировка. Головка утоплена в корпус, буквально зализана. В часах работает калибр Франквилла номер 2 с ручным заводом. Через заднюю крышку мы видим декор. Женевские полосы, фаски мостов, золоченая гравировка надписей. Я обратил внимание на винты. Все головки отполированы, сняты фаски. И на надпись «Отрегулировано во всех положениях». Не в 5 или в 6, а во всех. Такое, признаюсь, вижу впервые. Взгляните также на винты крышки, они сделаны под звездочку. По традиции мы видим номер в серии, первый из 8. Турбион штука тонкая, нежная, но в исполнении Франквилла часы опять получились весьма агрессивными. На это работает интегрированный ремешок из каучука и кожи с прострочкой «Кобра», к тому же водоплавающая. Водонепроницаемость 100 метров. Цена древа жизни 89 тысяч франков. В середине нулевых старт бренда был молниеносным. Франквилла оставил след на ведущих международных выставках и в крупнейших журналах. След заметный. Модели действительно были интересными. В создании самых необычных участвовала гремевшая тогда на весь часовой мир фабрика B&B Concept. За чей счет банкет, спросите вы? За наш с вами. В смысле, за русский. В середине нулевых софинансировать проект взялся один из русских предпринимателей. Но что-то у амбициозного итальянца пошло не так. Возможно, амбиций оказалось слишком много. И с тогдашними партнерами Вилла расстался. А после права на бренд отошли женевской фабрике Регенси. Мы рассказывали про нее в ролике про часы Бакура. Регенси была одним из партнеров-подрядчиков бренда. Марка очень нравилась ее владельцу, Жоржу Леже, и он хотел возродить ее. Фабрика Регенси может произвести почти все, что угодно, но для успеха этого мало. Нужны идеи конструкции, дизайна, продвижения. Нужен партнер. Несколько лет назад Жорж нашел человека, который оказался влюблен в бренд и согласился войти в проект. Им стал еще один бизнесмен, связанный с Россией. А поскольку дело шло к чемпионату по футболу 2018 года, было решено сделать то, чего в мире еще не было – специальный футбольный хронограф. Не просто футбольной раскраски. Здесь назначение двух половинок восьмерки поменялось местами. Обычный циферблат уехал в нижнюю часть, а в верхней разместился уникальный футбольный индикатор. Стрелка отсчитывает время тайма. 45 минут основного времени, синяя шкала, и до 15 дополнительного. Кнопка в головке запускает и сбрасывает отсчет, а красный флажок в окошках ниже показывает состояние. Первый тайм, перерыв, второй тайм. Оформление циферблата напоминает газон футбольного поля, а в центре нижней части стилизованный мяч. Корпус – титан с карбоном. Каучуковый ремешок может быть разных расцветок, можно подобрать в цвет любимого клуба. Получается, что швейцарский бренд Франквилла своими часами уже дважды обязан России. С выпуска этой модели прошло 4 года, но ничего подобного до сих пор не сделал никто. Если знаете что-то похожее, напишите в комментариях. А я покажу часы, которые претендуют на звание самых прозрачных в мире, потому что это максимально прозрачный скелетон в максимально прозрачном корпусе. Точнее, корпус мог бы быть и попрозрачнее, но на фабрике Регенси, конкретно этой модели, решили придать едва заметный золотистый оттенок. И я затрудняюсь сказать, что здесь необычнее, этот корпус или механизм. Скелетон с очень современной архитектурой. И баланс, черный, с золотыми винтами. Все детали механизма темные. И в часах сверкают лишь стрелки, винты баланса и пружина противоударного устройства. Большинство скелетонов на рынке – результат облегчения уже существующих механизмов. Здесь же вся конструкция изначально создавалась для максимальной прозрачности. Единственный более-менее масштабный мост около головки. Он призван прикрыть ремонтуар. На нем разместился логотип бренда. Крышка барабана напоминает паутину. Здесь не нужен индикатор запаса хода. Состояние пружины мы видим и так. И обратите внимание на болты, которыми скреплен механизм. Это не винты, а именно болты. Головки сделаны под миниатюрный ключ и отполированы до блеска. Как их не поцарапали при сборке. Почти ту же картину мы видим и с обратной стороны. Обработанные пескоструйкой темно-серые мосты переплетаются в фантастическую паутину. А еще на механизм можно посмотреть сбоку. Спасибо прозрачному корпусу. Это не сапфир и не пластик. Корпус сделан из неролита. Это особый материал, что-то среднее между полимером и камнем.
В отличие от сапфира, он не хрупкий, не расколется при ударе. К тому же существенно дешевле. Эти часы стоят 24 тысячи франков, а модели других брендов в сапфировых корпусах в разы дороже. А в отличие от пластика, он твердый, не царапается, не потемнеет и не поменяет цвет со временем. Нейролит – собственное изобретение фабрики Регенси. Здесь научились делать его в разных оттенках. В часах «Диктатор» в ролике про часы Бакура вы видели его полностью прозрачным. Бывают насыщенные, непрозрачные варианты. Для скелетона выбрали цвет шампанского. Как говорится, кто не рискует. И наверняка вы заметили еще одну деталь этих часов. Механизм внутри корпуса подвешен на миниатюрных пружинках. Они предохраняют его от ударов в дополнение к протиударному устройству. Ведь Франк Вилла – часы для людей активных. Не бьющийся корпус, 300-метровая водонепроницаемость и вот такие ухищрения. Зачем все это нужно, спросите вы? Большой агрессивный корпус Кобра с комбинированным ремешком, прозрачность, миниатюрные винты. Не знаю. Большинству действительно незачем. Не зря же я начал ролик с названия статьи. Кое-что не для всех. Но есть люди, которым нужно. Кто хочет иметь что-то необычное. А уж куда необычнее, не знаю. Хотя, если честно, знаю. Потому что бренд Франк Вилла уже подготовил новые модели. Для искателей необычного. Если вы из их числа, загляните в бутик Бодрея на 2-м этаже торгового центра Никольская Плаза в Москве. А если пока раздумываете, поставьте лайк этому видео и подпишитесь на нас на всех платформах. Яндекс.Дзен, Телеграм, ВК, Ютуб. Ссылки в описании. Впереди еще много интересного. Из мира красивых вещей и сложных необычных механизмов. До новых встреч, друзья!